Спасибо за представление и спасибо за приглашение. Да, я собираюсь говорить по-русски. I'm going to speak in Russian today. Я надеюсь, что это никого не обидит, тем более, что мы находимся в Москве. Не думаю, что мое выступление будет столь же зажигательным, сколь этот замечательный фильм. Но этот фильм показывает то, как мы все теперь живем в этом мире интернета, и мы себя уже с трудом представляем без этого мира, хотя иногда от него пытаемся скрыться. Хотя, признаюсь, я иногда чувствую себя не очень хорошо, допустим, в кафе или в ресторане, когда собираешься с друзьями, и все вместо того, чтобы разговаривать друг с другом, разговаривают с кем-то в своем гаджете, будь то iPhone, BlackBerry, iPad или что-то еще. Общение происходит уже не между людьми, которые видят друг друга, а между людьми, которые находятся на любом расстоянии друг от друга, и это абсолютно меняет стиль общения и стиль жизни. И мы это в полной мере ощущаем в Москве, хотя я не могу сказать, что это в полной мере ощущается по всей России. Россия, конечно, огромная страна, и пока еще интернет не стал такой же частью жизни по всей России, какой он стал в Москве, в столице нашей страны, в одном из крупнейших городов мира. Но, тем не менее, уже сейчас в России интернет играет огромную роль. По оценкам экспертов, которые здесь обсуждались, которые были представлены, доля интернета в российской экономике, скажем так, прямой вклад интернета в российскую экономику составляет сегодня около 2%, если считать его как часть валового внутреннего продукта. И есть перспектива увеличения этой доли до 3,5-4% примерно через 5 лет. Но для этого нужно хорошо поработать. Но есть очень простые свидетельства, факты, которые говорят о том, что влияние интернета больше, чем этот прямой вклад интернета в производство товаров и услуг. И это влияние прежде всего происходит, осуществляется в реальной жизни и в политике. Я приведу один простой пример. Сегодня у нас через несколько часов будет попечительский совет фонда Сколково, проекта, который мы начали буквально 2 года назад. И я вам скажу честно, без интернета Сколково бы просто не было. Без Сколково интернет все равно бы был, а без интернета Сколково бы не было. Почему? По 2 причинам. Во-первых, первоначально идея была не в том, чтобы создать Сколково, а в том, чтобы создать такой парк информационных технологий. И это было связано прежде всего с использованием интернет-технологий в самых разных сферах жизни. Потом эта идея превратилась в идею Сколково. И, во-вторых, мы бы не смогли бы договориться ни с Крейгом Бартом, ни с Эриком Шмидтом, ни с другими участниками команды управления Сколково, если бы не было интернета. Достаточно было написать короткий имейл Крейгу некоторое время назад, на который он также коротко ответил «да», чтобы он стал сопредседателем фонда Сколково. И вот эта вот скорость общения, скорость принятия решений, конечно, главное, в чем в чем заслуга интернета во всем мире и, конечно же, в России. Он резко изменил скорость принятия решений, скорость реализации самых разных решений, скорость разработки и осуществления политики. Сегодня у нас непростая ситуация во всем мире, непростая ситуация и в российской экономике, хотя рост есть, и мы этим сдержанно довольны. Но, тем не менее, мы понимаем, что приоритетами сейчас являются те сферы и те области, в которых необходимо соединение самых современных технологий и
традиционных преимуществ, которые есть у России. Почему? Потому что было бы наивно полагать, что мы можем абсолютно с нуля создать абсолютно новые сектора экономики, абсолютно новые отрасли, которые сразу же станут лидером и поведут Россию, и то же самое верно для любой другой страны, за собой. Но что мы можем сделать, это применить современные технологии, применить информационные технологии прежде всего, применить все возможности интернета, чтобы поднять другие сферы, традиционные сферы, на абсолютно новую ступень развития. И первая сфера, о которой можно говорить, это сфера государственного управления. Это не производство нефти или газа или чего-то подобного. Это сфера государственного управления. Если, как вчера сказал президент, мы реализуем все наши планы по распространению интернета по всей стране, если сделаем так, чтобы в любой точке России эти услуги были доступны, тогда мы сможем создать условия, чтобы каждый человек мог идентифицироваться через интернет, получить необходимую авторизацию и получать любые услуги, принимать участие в любых обсуждениях, в выработке любых решений, иметь доступный канал обратной связи, участвовать в оценке действий органов власти, тех организаций, которые предоставляют ему услуги. И мы намерены это сделать. Для этого не требуется слишком много времени. Для этого требуется всего 3-4, максимум 5 лет, и это будет возможно. И это другой уровень демократии, это другой уровень, другая интенсивность общения органов власти с людьми, которые пользуются услугами, получают информацию от этих органов власти. Это другая жизнь, и это очень важно. Это то, что мы хотим сделать в самое ближайшее время. То же самое касается получения услуг, и интернет может коренным образом радикально изменить ситуацию со скоростью предоставления тех услуг, которые не требуют каких-то физических действий. Все, что сегодня связано с прямыми контактами между чиновником и человеком, может быть переведено в эту сферу, это всем хорошо известно и понятно, но у нас нет никаких оснований полагать, что мы должны плестись в хвосте этой цивилизации. Мы можем сделать это одними из первых, и ничего нам не мешает это сделать. Более того, есть регионы, где это делается быстрее, чем в других регионах. Все знают о примере Татарстана. И люди уже начинают пользоваться такими возможностями, такими услугами. Почему бы не распространить этот опыт на другие регионы страны? Мы уже воспринимаем эти вещи как данность, как самоочевидное развитие событий, но реально это революция в сознании, это революция в методах госуправления, и это окажет революционное влияние на многие сферы общественной жизни. И, конечно, может радикально снизить коррупцию, которая сегодня является одним из основных вызовов для нашей страны. И мне кажется, что такая роль интернета, прежде всего в странах, где эти вызовы наиболее сильны, чрезвычайно важна. Для такой страны, как Россия, интернет является незаменимым инструментом для решения этих проблем. Но также, с моей точки зрения, для такой большой страны, как Россия, нельзя недооценивать роль интернета в развитии сетевых услуг, коммерческих сетевых услуг любого вида и в любой сфере жизни. Соединение интернета и финансовых технологий, прежде всего банковских технологий, соединение интернета и почтовых технологий, соединение интернета и транспортных технологий. Все это, очевидно, приоритетные сферы, по которым будет идти наша экономика в ближайшие годы. И это радикально повысит доступность самых разных услуг для людей. Я, конечно, должен еще упомянуть образование, медицинские технологии и многие другие сферы. Соединение интернета с этими традиционными отраслями даст огромный эффект для повышения производительности труда, для скорости получения услуг и для получения качественных услуг. Для того, чтобы людям стали доступны самые лучшие
учителя, врачи, самые лучшие логистические схемы, самые лучшие банковские продукты и все остальные блага жизни. И это сильно повысит мобильность людей, сильно повысит мобильность капитала, рабочей силы, всех остальных ресурсов, которые у нас есть. Я говорю вещи, которые универсальны, может быть, для любой страны, но, повторяю, для России они наиболее важны в силу огромных размеров нашей страны и нынешнего уровня ее развития. Если в других странах интернет может дать небольшой прирост в качестве, поскольку они уже находятся на очень высоком уровне производительности труда и уровня развития технологий, в России этот скачок может быть гораздо больше, и эффект может быть гораздо сильнее. Этим мы отличаемся, и этой возможностью мы должны воспользоваться. Вчера президент говорил о том, что мы должны повысить производительность труда в 1,5-2 раза. Так вот, роль интернета в этом скачке, роль информационных технологий в этом скачке очень большая. Если мы этого не сделаем, то об этих цифрах можно забыть. Этого просто не будет. Мы должны это сделать. И последнее, о чем я хотел бы сказать. Мы находимся сегодня на развилке, связанной с выбором путей развития. Это развилка и политическая, и экономическая. В России через 2 недели сменится правительство, сменится президент, будет другая конфигурация органов власти. Но принципиальную развилку мы прошли. Те планы, которые были заявлены и объявлены, будут реализованы. Нет никаких причин сомневаться в том, что будут нарушены данные обещания. И все те компании, все те инвесторы, предприниматели, которые в последнее время с интересом смотрели на российский рынок, как на рынок, где могут развиваться самые разные проекты и технологии, могут быть уверены, что эти шансы никуда не делись, что эти возможности остались. И мы готовы работать с каждым, кто готов работать в России. Компания Google такое решение для себя приняла, и мы довольны, что это произошло. Многие другие компании сделали то же самое. И мы работаем со всеми заинтересованными партнерами, потому что считаем, что эти технологии нам действительно нужны. Наш рынок открыт для этих партнеров, они получат выгоду от работы на нашем рынке, а мы получим эти возможности, получим эти технологии. Это для нас безусловный приоритет. И мы не хотим закрываться, не хотим отступать назад. Мы хотим быть открытой страной, открытой для всех, кто хочет с нами работать. И мы знаем, что мы только выиграем от такой открытости. Так что давайте работать вместе, давайте придумывать, внедрять идеи. Внедрение идей, которых у нас в избытке, это самое сложное, и это самый большой вызов, который есть перед нами. Но даже если мы не найдем какую-то информацию в интернете, а сейчас было показано, какую замечательную информацию мы можем отыскать в интернете, даже если мы не сможем кому-то рассказать о своих ощущениях от того, каким кажется сегодняшнее утро или сегодняшний день, когда я встал утром и обнаружил, что за окном дождь, или наоборот, что за окном солнце. Мы все об этом пишем в Твиттере, в Фейсбуке. Даже если нам кажется, что информация, которую мы нашли, неверна, мы должны сделать так, чтобы все эти возможности, которые дает интернет, были применены с максимальной пользой, чтобы мы не ушли исключительно в интернет, виртуальную реальность интернета, что происходит зачастую, чтобы мы не оправдывали свою неэффективность, свою лень, свое безделие тем, что виртуальная реальность интереснее, чем реальная жизнь. Интернет все-таки инструмент, а не цель. И мы хотели бы, чтобы все те, кто сегодня работает здесь, в России, работает с нами, работает по всему миру, использовали интернет именно как инструмент и не уходили от реальности такой непростой жизни. Удачи всем!
и интересного обсуждения самых разных вопросов сегодня на конференции. Спасибо.